Всем привет, дорогие друзья! Как и всегда, вы на канале Realistic PS. В начале этой недели мы получили очередной эпический пак, причем этот эпический пак можно назвать самым, что есть, таким вот новеньким. За исключением Икера Касильяса мы получили двух эпических дебютантов в лице Альбы и Бускетса. И самое интересное, что в рекламе данного набора Konami в соцсетях почему-то убрали Жорди Альбу из всех рекламных постов. Значит ли это, что у Konami есть проблемы с лицензией на игроков, и можно ли подобным образом приглашать в игру разного рода звезд, которых мы не наблюдали в eFootball ранее, наподобие Анри, Зубастика Роналдо и других ребят? Обо всем этом и не только предлагаю поговорить в рамках сегодняшнего ролика. Так сказать, развеять парочку мифов и в целом прояснить данную ситуацию. Поэтому, как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы начинаем. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вы хотите приобрести монеты для eFootball Mobile или вовсе готовы аккаунты с уже имеющимися эпиками, то вам на PlayRock. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. После того, как в понедельник в игре стал доступен очередной эпический пак с игроками Барселоны и Реала, в частности с Касильясом, Бускетсом и Альбой, Konami, как и всегда, начали проводить, небольшую такую рекламную кампанию данного набора. То есть стали выкладывать соответствующие посты в своих соцсетях, в Инстаграме, в Твиттере и так далее. И как заметили игроки, сначала в азиатском регионе, а потом и повсеместно, Жорди Альба почему-то отсутствовал на рекламных изображениях, в то время как Касильяс и Бускетс, они в принципе как были на месте, так на месте и оставались. При всем том, что в игре сам Альба доступен, и в принципе у него очень даже такая нехилая карточка, особенно если посмотреть на разного рода прокачки. Но суть заключается не в этом. Самый главный вопрос в том, что почему Альба в целом отсутствует на рекламных изображениях, почему в то время как в игре доступны 3 карточки, Konami рекламирует только набор из 2 карточек. Опять же, учитывая, что в рекламных постах и в самой игре ситуация, заметно различается. И значит ли это, что Konami использует того же самого Жорди Альбу без его разрешения, без его ведома и таким образом, грубо говоря, в лишний раз не отсвечиваются? На самом деле нет, и ситуация намного проще, нежели мы можем себе представить, а именно вполне вероятен такой вариант развития событий, что договор с Жорди Альбой заключен, в принципе он так или иначе сотрудничает с игрой, потому что это далеко не единственная его карточка, которая появлялась за все время и в составе Барселоны, и будучи игроком Интера Майами, и вот теперь в качестве эпического футболиста. Вполне возможно, что это определенный пункт соглашения между Konami и самим футболистом, а именно неучастие его, грубо говоря, в рекламной кампании. Ведь что самое интересное, он далеко не единственный такой игрок, который появляется в эпическом наборе, но тем не менее не отсвечивается в рекламной кампании. Нечто подобное было и с Дарреном Флетчером, который появлялся еще в рамках предыдущей части и eFootball 2024, по-моему, в эпическом паке с Гартом Бейлом, и тогда в аналогичной рекламе данного эпического набора упоминание о его карточке также отсутствовало. И опять же, скорее всего, дело в том, что игроки сами настояли на том, чтобы их изображение, скажем так, их имя, фамилия в рекламной кампании, грубо говоря, не использовались. Вряд ли все происходит так, что Konami использует внешность и имена футболистов без их ведома. И, соответственно, других футболистов наподобие Зубастика Роналдо, Тьерри Анри, Зидана, какого-нибудь Пеле, Де Стефана и прочих легендарных игроков без соответствующего уведомления, без соответствующего соглашения мы вряд ли увидим в игре. Несмотря на все эти спекуляции и разговоры среди игроков после вот всей этой небольшой ситуации. Хотя практика на самом деле очень даже занимательная, и интересно, почему именно вот Флетчер и Альба в целом не хотят участвовать в рекламной кампании, за исключением очевидного варианта, что игра говно. Обо всем этом и не только был бы рад прочитать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, и про наши соцсети также не забывайте. Там мы обсуждаем все актуальные события, которые касаются eFootball. Я же всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. Всем пока.